Привет, меня зовут Энтони, я водитель-дальнобойщик. Уже 4 года развожу грузы по США, в основном продукты питания. За это время я проехал около 1 миллиона километров по американским штатам, побывал в 47 из них. Был во всех крупных американских мегаполисах, попадал и в лютые морозы, и под палящее солнце. Езжу я на собственном тягаче, Volvo, который на время моих рейсов является и моим домом. Начинаем второй сезон! Новые серии будут называться «40 тонн в пути». Почему 40 тонн? Потому что максимально разрешенная масса груженной фуры 40 тонн. Прежде чем начать просмотр, я хочу сделать небольшую ремарку, для того, чтобы вы понимали, какая у меня на данный момент ситуация. Все эти видео, которые вы смотрели, это видео 2015 года. Забыли про них. Славик не работает, Наташа уже не работает, она свое отработала, заработала денег и счастливая сейчас живет в Вашингтоне и имеет свой бизнес. Мы с ней поддерживаем контакт, общаемся, она на траке возвращаться не хочет. Говорить не женская это работа, и я ее прекрасно понимаю. Первый свой трак мне пришлось продать в июле 2015 года. Сейчас я езжу на Volvo 2007 года, который был куплен у меня вторым. Это машина на автомате, прекрасно себя ведет, ничего серьезного с ней не происходило. Обычные какие-то замены агрегатов, которые изнашиваются, их пора уже действительно менять. В конце сентября я отмечал день рождения, поэтому был дома в Майами, и после отдыха мне пришлось вернуться к траку, который находился в этот момент в штате Иллинойс. 10 дней отдыхал, пора работать уже. Трак стоит одиношенький где-то в Иллинойсе, ждет меня, а с океаном придется на некоторое время попрощаться. Загорелый, отдохнувший, пора лететь работать. Совсем скоро буду в аэропорту. Рейс у меня в 12 часов. Времени достаточно. Чек-ин я уже сделал по интернету. То есть у меня уже бординг-пасс есть. На телефоне я покажу его. Багаж мне сдавать не надо. Прямо сразу иду на security, на прохождение контроля. Машина у меня будет запаркована на стоянке типа Park and Fly. Запарковал, тебя шаттл отвез до твоего терминала, а потом по прилету этот же шаттл тебя отвезет на стоянку, где твоя машина. Hey, how are you? English, I don't speak. Oh, did you get your ticket? No? Oh, I have to. Yeah. How many days? What's the maximum stay? There is no maximum. And I pay when I get out? When you leave. Okay. What's the fare? $10.50 tax included. $10.50 tax included. So I can stay like a month, two. Yeah, I spoke to you earlier today. Ah, that was you. Oh, Yeah. great. Thank you. Where to park? E-Echo. E-Echo. Hey, E as Echo? Got it. Thank you very much. Отлично. По факту буду платить, как буду выезжать. А вот сюда и запаркую. Глушу, ключ забираю и на самолет. Поехали. 10.50 будет стоить в сутки. Но, по крайней мере, смотрю, шаттлы здесь хорошо ходят. Поэтому торопимся быстренько. Hey, how you doing? Good, thank you. Thank you very much for waiting. No, I got the Frontier. Yeah, thanks. Hey. Thank you. It's for you. Thank you very much.
Сразу иду на security. Добрался до Чикаго, а сейчас надо несколько часов еще на автобусе проехать. 6 часов я добирался до своего трака, наконец-то приехал. Ну, конечно же, за 10 дней батареи сели мои, они уже старые, так что завтра буду менять. Ну, а пока вот заряжаю от рефрижератора, думаю, сейчас еще полчасика и смогу завести машину. Я уже проверил колеса, проверил масла, вроде все в порядке. Ну что, попробуем завести, сейчас только проверю, сколько покажет напряжение. Ошибки некоторые выдала. Итак, у нас gauges 13 вольт. Можно пробовать уже завестись. Давай. Нет, рано еще. Хочется мне поделиться тем, какой сюрприз на мой день рождения устроила моя вторая половинка. В общем, Объясняй, потому что я не понимаю. мы идем летать на самолете. Да ладно. Да. Да ты шутишь. Нет, На самолете? на самолете. Я буду за штурвалом? Тебе разрешат. Да ну. Да. Стрела Чироки. Класс. Пайпер все свои самолеты называл, продолжает называть в честь индийских племен. Загружаемся. Ну давай, залазь ты, потом я за тобой. По-моему, сначала ты нет, ты сначала можно залезть. Да, Я? чтобы вы залезли, потому что мы вас назад посадим. Сейчас будет жарковато какое-то время, пока мы не поедем, поэтому предлагаю загружаться побыстрее. Я быстро запускаюсь, чтобы пока не жарили здесь. Flare prop! Я сейчас сделаю ранап, а потом уже ты поедешь. Нас интересует только горизонт. Когда мы будем взлетать, твоя задача положить приборную доску на горизонт. Значит, я буду смотреть за скоростью, когда я скажу поднимать, как я и учил. Начинаешь плавненько поднимать, фиксируешь доску к горизонту и
огромное удовольствие. Первый раз за штурвалом самолета. Это незабываемое чувство. Всем советую. Попытка номер 2. Уже темно, а мне в Чикаго еще доехать надо сегодня. Ну давай, родной, заводись. Завелась! Пойду отсоединю провода и поеду на мойку через дорогу. Обновлю-ка я все данные. Кстати, вот кто хотел посмотреть, какую максимальную скорость трак развивает. Вот смотрите, за последние 1,5 месяца максимальная скорость была 85 миль в час. Ну, это, понятное дело, это я с горки катился, но тем не менее, это около, чтобы не соврать, около 140 километров в час. Обнуляем все эти данные, полностью обнуляем. Посмотрим, что будет у нас через месяц. Пойду проверю, как помыли. Я заехал в Чикаго. Сейчас 10:30 вечера. Город встречает меня второй раз сегодня. И второй раз дождем. Скоро подъеду в мастерскую, где завтра с утра буду ремонтироваться. Ремонт был плановый. Мне необходимо было поменять передние колеса, передние амортизаторы, передние рессоры, кингпины 2 поменять. Кроме этого, нужно было поменять аккумуляторы, передние фары полностью заменить, потому что оптика уже была никакая. Поменять все тормозные колодки, тормозные барабаны. Также нужно было поменять leveling valve, который регулирует уровень подушки. Это все, конечно, не дешевое удовольствие. Ремонт не обошелся в 5000, но это необходимые расходы. И трак мой я подготовил полностью к зиме. Все это было сделано в мастерской, там, где я и многие мои друзья обслуживаются, меняют колеса, делают что-то по ходовой. Цены демократичные, цены действительно очень низкие. Мне за эту рекламу никто не платит, но вот можете посмотреть список цен на услуги и на резину, которые предоставляет эта мастерская. Цена включает в себя все налоги, ну и установку. Так что те мои коллеги, которые будут находиться в районе Чикаго, сравните цены у ваших знакомых, посмотрите на эти цены, ну и дальше вы уже примите для себя решение, есть ли смысл туда ехать. Еще раз говорю, мне за рекламу не платили, но хорошей информацией для коллег я готов поделиться. Не успевают они сегодня трак мой закончить. Закончат завтра к обеду, думаю. А я сейчас еду в офис. Меня попросили выручить одного водителя, который серьезно заболел, и доставить его груз в Чикаго. Разгрузка будет в 5 утра. Вызвал Uber. Водитель сейчас подъедет. Девушка, кстати. И завтра утром уже вернусь сюда, закончат мой трак. И в 5 вечера у меня запланирована загрузка на Висконсин, что-то в районе 400 или 500 долларов заплатят, а далее у меня хороший груз будет на штат Вашингтон. Сейчас почти час ночи, пригнали трак, на котором должен буду сделать доставку, привезли полную фуру лука, и его ожидают в 5 утра сегодня в Чикаго. Вот на этом красном поеду. Вот только что-то рифера не слышу. Он на старт-стопе, наверное, стоит. Да, так и есть. Вот и заведется сейчас. Погнал! И потом температура будет падать до 50, до 10 градусов по Цельсию. Трак на механике, так что вспомню молодость, как говорится. Начинал-то я с механики, а сейчас обленился и езжу на автомате. В основном одни траки сейчас на дороге. Но это удобно, потому что ночью машин мало.
и ты можешь быстрее передвигаться по городу. Днем в Чикаго, ну, долго приходится толкаться в пробках. Приехал я на место выгрузки. Компания там находится где-то в 500 метрах отсюда, но я увидел здесь свободное место, где можно было запарковаться, потому что дальше траки и заезды в доки. Поэтому нет смысла мне дальше ехать. Сейчас на часах почти 2 часа, это уже 2 часа ночи. Разгрузка в 5, так что 3 часа подремлю немного. В 5 проснусь и буду заезжать в Твери. А утром на разгрузке после вскрытия пломбы меня ждал вот такой вот сюрприз. Конечно, вспоминал я водителя всеми добрыми словами, потому что вот эти 2 опрокинувшиеся палеты с луком мне пришлось самостоятельно вновь укладывать. Закончили мне ремонт трака, дорого это все обошлось, а сейчас надо торопиться на свою первую загрузку. Не Чикаго, одна сплошная пробка. Какие-то несчастные 10 миль я добираюсь уже около часа. Кошмар. Приехал я на загрузку очень быстро. Упс, летает. Приехал я на компанию, где мне будут грузить. Сразу дали дверь, на удивление. Я вижу, траки стоят в очереди, но меня сразу пригласили на загрузку. 4 палеты всего лишь. You've done? Yeah. Really? Yeah. Oh my god. 4 палета называется. Я не успел даже видео записать. Иду за документами. 5 минут, ребят. 5 минут. You gonna seal it? How many cases? 230. На самом деле там даже не 4 палеты, а 1,5 палеты, потому что одна из них это палета, состоящая из 3 палет. Можно было это все перевести маленьким пирожком, каким-нибудь пикапчиком с холодильником. Ну вот решили фуру заказать, а мне-то что? $450 заплатят за доставку, ехать буквально, по-моему, часа 3. Please drive to highlighted route. Да, получается 120 миль ехать, это совсем ничего. Ночью, когда едешь, одно удовольствие, а сейчас смотрите, что творится. Типичный час пик мегаполиса.
Один из самых неблагополучных городов в Америке. Безработица, разруха, криминал. Дороги разбитые в городе. Хотя автомагистрали отремонтировали, но в самом городе они разбиты. Все на сегодня. Запарковался на ближайшем трак-стопе. Мне до компании, где разгружаться, завтра 16 миль осталось. Разгрузка в 9 утра. Ну, я думаю, где-то 7:30 или ближе к 8 проснусь. Пойду позавтракаю. Здесь хорошая кафешка, кстати, есть. И на разгрузку. А теперь спать. Заслуженный отдых. Зарегистрировался на воротах. У них новое правило, нужно носить жилетку на территории. У меня своя есть, поэтому они мне не давали прокуренную местную жилетку вонючую. В общем, запаркую трак и иду в офис регистрироваться. Все, я разгрузился достаточно быстро. А если бы заказывал ламперов, лампера это те, которые разгружают за деньги, то это было бы намного дольше. А у меня там всего 1,5 палета, я быстро расфасовал их, на отдельные палеты поставил разный товар. Заняло буквально 10 минут. И в общей сложности мне 2 часа заняло с тех пор, как я заехал в ворота, и вот до этого момента. А так бы я торчал бы еще долго-долго. Потому что по отзывам, которые в интернете сейчас на гугле, здесь очень долго разгружают. Порой люди по 6, по 7, а то и 12 часов ждут. Я как раз успеваю на свою следующую загрузку. У меня час назначена загрузка в 84 милях отсюда, город Плимут. Показывает, что приеду в 12:55. Ну, в принципе, вовремя должен быть на месте. Мне сразу дали дверь. Я надеюсь, очень быстро загрузят и можно будет двигаться на Вашингтон, потому что ехать где-то 1900 миль, и с учетом сегодняшнего дня у меня 3 дня на то, чтобы доехать. Ну, чем быстрее загрузят, тем лучше для меня. Дали дверь 68. Получается, моя дверь самая крайняя. А нет, вот она.
практически сразу начали загружать. Дали красный свет. И чувствую, погрузчик уже ездит. Меня загрузили. Бумаги получил. Можно отъезжать. Не нравится, правда, показание давления на подушке груза. То есть показывает, что возможно перевес. Но есть у меня сомнения по поводу leveling valve, которые мне поменяли вчера. Есть сомнения, что неправильно работает. И, возможно, что-то с подушками. Возможно, неправильно подушки накачивают. Так, пойдем посмотрим, что там с грузом. Нет, что-то с подушками точно не то, потому что, по идее, если мне загрузили 20 тонн, у меня не должно быть перевеса. Ладно, пойдем на весы, будем выяснять, в чем проблема. Здесь вроде все хорошо загрузили. Готово. Едем на ближайшую весовую. Посмотрим, что у меня с весом. Рисковать не хочу, все-таки 3 дня ехать. Окей, будем взвешиваться сейчас с использованием программы Weigh My Truck. Это очень просто делается. Проверим, мы находимся на 11.71, все верно. Accept. Технологии, конечно, выручают. Время экономят очень хорошо. Не надо сейчас нажимать на кнопку, ходить за тикетом, за этим весовым тикетом. Все очень быстро делается по интернету. С каких это пор уже $11 стоит, а? Ничего себе. Подняли цену, раньше было 10.50. Гады. Надо бойкот им устроить. Отправляет запрос на компьютер этим, которые на кассе стоят здесь. Они должны ответить, подписать. Я должен получить репорт прямо на телефон. Ну что, отвечай. I'm sending you a request over the internet. On the internet? Yeah, I'm using the app. I don't want to go inside. Yeah, we don't have, that's all Catskill and the setup that they do. We don't do anything in here but initialize a code and it just prints for us. But if it's not accessing, that's something that would have to be brought up to Catskill. You have to accept it now. Yeah, I can just do it otherwise, and if you want to come on in here if it ain't working. 1 second. Okay, I'm sending you a request. Can you see the request right now? Waiting for Oh, Webmaster. hold on, here it comes. Yeah, this is how it works. There it is, it's all printed. Thank you. Okay, thank you.
Я их должен учить. Все, отправил им запрос. Получил сразу ответ. Перевеса нету. Что-то с моим датчиком намудрили. Погода сказка. Кондиционер выключен, открыл окно. Еду 115 километров в час. Наслаждаюсь вечером. Я укутан как капуста, потому что нахожусь в Миннесоте, которая встретила меня чуть ли не морозом. На улице плюс 2 градуса. Это после вчерашних шорт и маек. Почему я так вырядился? Потому что возникла небольшая проблема, которую нужно устранить. Что-то происходит с моими подушками. Потому что вчера ехал и кряхтела коробка. Эти в порядке. Цеплю трейлер, залезу, посмотрю, что там происходит. Проверим. Так, найдем какой-нибудь ориентир. Вот это отверстие амортизатора. Она как раз доходит до него. Здесь то же самое. И, значит, высота подушек одинаковая. Это просто разные подушки. Я помню, я ту менял. Даже видно, что она другая. Вышел я после этого на наш канал Zella и поинтересовался у ребят, какая же должна быть высота подушек правильная. В итоге Владимир Шерер мне подсказал значение высоты. Я измерил и понял, что подушки у меня немножко перекачаны, то есть высота чуть выше. Попытался я отпустить рейку, чтобы немножко подушки спустить, но, как оказалось, сама рейка, она нерегулируемая. Поэтому пришлось поехать на дилерскую Volvo и купить регулируемую рейку. Я ее установил, немножко занизил высоту подушек, и все встало на свои места, кряхтения прекратились. Самое замечательное, что здесь раньше проходила железная дорога.